Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые трейдеры. В этом видео мы познакомимся с торговой стратегией Форекс, которая называется Bowang Scalper. Более подробно с ней можно ознакомиться на сайте strategyfoyu.ru. Там же можно скачать и шаблон для терминала MT4, а также дополнительные индикаторы к данной стратегии. Итак, стратегия это предназначена для валютной пары британский фунт, американский доллар, евро-доллар и австралийский доллар, доллар США. Временной интервал 5 минут, и нам потребуются следующие индикаторы. Во-первых, это индикатор Bollinger Bands с параметрами 290.03, индикатор MARIBAN с параметрами по умолчанию, индикатор Moving Average 200, то есть скользящая средняя, и индикатор MACD 4CZ с параметрами 50 и 100. Теперь, собственно, давайте поговорим про условия на вход в рынок. Начнем с примера на покупку. Здесь мы смотрим сначала на индикатор MACD. Его шкала должна находиться выше своей нулевой отметки и должна быть окрашена в синий цвет. В этой ситуации рассматриваются сделки только на покупку. То есть это своеобразный фильтр для направления торговли. Далее мы ждем, когда цена окажется ниже зеленой линии индикатора MARIBAN, как минимум ниже, может даже еще опуститься, вообще выйти из этого облака, и закроется здесь очередная свеча. Потом на выходе выше, как только очередная свеча закрывается, мы смотрим на цвет индикатора MACD. Если он синего цвета, то в принципе сигнал от этих индикаторов получен. Остается посмотреть только на скользящую среднюю. Она должна быть выше центральной линии индикатора Bollinger Bands, и соответственно зеленая линия выше розовой линии индикатора MARIBAN, и они тоже находятся выше и фиолетовой, и центральной линии индикатора Bollinger Bands. Если эти условия выполнены, заключается сделка на покупку. Стоп-лосс за минимум сигнальные свечи, но не меньше 5 пунктов и не больше 12. Если 3 свечи закрываются белого цвета, то есть мы продолжаем двигаться в нужном направлении, мы сделку переводим в безубыток. Здесь этого не произошло, выбили нас по стоп-лоссу, и дальше, обратите внимание, опять закрылись ниже, выходим выше. Все сигналы у нас здесь сохраняются, заключаем сделку на покупку, и здесь мы уже достигли нашего тейк-профита, который в данной стратегии равен 20 пунктам. Это что касается покупок. Теперь давайте посмотрим на продажи. Здесь, обратите внимание, MACD должен быть окрашен в красный цвет и находиться ниже своей нулевой отметки. Рассматриваем только продажи. Затем индикатор MARIBAN, его зеленая линия должна находиться ниже розовой линии, и весь индикатор ниже скользящей средней, и все они ниже центральной линии индикатора Bollinger Bands. Здесь все эти условия сохраняются, то есть хороший нисходящий тренд у нас здесь имеет место быть. Как только мы зашли выше, потом провалились ниже зеленой линии, мы заключаем сделку на продажу. Стоп-лосс не меньше 5 пунктов за максимум сигнальной свечи, и тейк-профит у нас здесь 20 пунктов. То есть после всех трех свечей мы перевели сделку в безубыток. Как видите, по нему, скорее всего, здесь нас бы и выбило. Потом опять заходили выше, вернулись, заключили сделку на продажу. И вновь смотрим дальше. Вот у нас опять заход выше зеленой линии. Все сигналы остаются теми же. Потом проваливаемся под эту линию и заключаем сделку на продажу уже на закрытие этой свечи. Стоп-лосс за ее максимум. И как видите, здесь благополучно достигли тейк-профита. Вот, в принципе, и все, что можно сказать по данной стратегии. Понятно, она достаточно активная, все-таки скальперская стратегия, поэтому подойдет для людей, у кого достаточно свободного времени. Что еще нужно сказать? За 3 часа до закрытия рынка и 2 часа после открытия рынка сделки, конечно, лучше не заключать. В любое остальное время спокойно можно торговать. А с вами был Сергей Гаспарян. Спасибо за внимание. Всем успешной торговли. До свидания.